Приветствую вас, дорогие мои подписчики и проходивших мимо, как всегда, тоже приветствую. С вами проект «Сопромат – это легко». Я Александр и рад вас снова видеть на вебинаре. Тема вебинара с нашего предмета сопротивления материалов – сложное сопротивление. А так как мы проходили и растяжение, сжатие, и изгиб, и мы даже рассматривали на изгиб задачи с определением перемещения и с определением, с раскрытием статической неопределимости, то есть определением лишней неизвестной статически неопределимых задачах, то пришло время поговорить о, например, сложном сопротивлении. Не было у нас еще кручения, мы рассмотрим его в пределах задачи, когда будем рассматривать сложное сопротивление, например, изгиб с кручением. И там мы в этом курсе, в этом отрезке, да, в этом занятии, я не знаю, сколько будет на каждую под тему сложного сопротивления занятий, знаю одно, что хочу рассмотреть все. То есть начнем мы с косого изгиба, то есть изгиба, когда балка изгибается в двух плоскостях. То есть когда сила действует не вдоль главной центральной оси, а под углом к ней. И тогда появляется изгиб в двух плоскостях, и, соответственно, появляется напряжение в двух плоскостях. И мы должны научиться складывать их, или векторы складываются, называется, да? Но они, если в одну сторону направлены векторы, то значит они складываются со знаком плюс. А если они направлены в разные стороны, то значит они складываются со знаком минус, то есть вычитаются. Так вот, сложное сопротивление и косой изгиб сегодня. Так, во-первых, я приветствую тех, кто с нами сегодня, да, рад, что вы здесь, рад, что вы со мной. А тех, кто будет смотреть потом запись, тоже приветствую. Как всегда, прошу написать в комментариях или здесь в чате, кто как попал на мой канал, кто чем занимается и почему вас привлекло сопротивление материалов, сам предмет и мой канал соответственно. Вот. Ну и опять же я брошу ссылки в чат на свой сайт, на Telegram, в котором вы можете мне написать, задать вопросы. И я уже говорил, на занятиях, на вебинарах на этих мы можем рассмотреть любой ваш вопрос, который вы зададите на следующем занятии, естественно. Вот. Так что не стесняйтесь, задавайте. Если вопрос там несложный, обычно, допустим, бывает так, вот написали мне, как, например, там решить задачу. На такой вопрос сложно ответить, и это не является моей целью. Например, есть такие вопросы, в которых нужно подтолкнуть, да, сказать один единственный ответ, и человек пойдет дальше уже работать со своей задачей самостоятельно. Вот на такие вопросы я с удовольствием отвечаю. Кстати, я вот не уточнил, да, но надеюсь, что звук есть. Скажите, пожалуйста, напишите там плюсы в чате, если звук есть, потому что это у меня больная тема. Бывает часто, что или со звуком что-то плохо, или его нету, и я могу разговаривать, а потом приходится возвращаться назад. То есть перед тем, как мы приступим, скажите, пожалуйста, что по звуку есть, нет, и нормальный ли он. Так, значит, ссылку на свой сайт я бросил. Ссылку на Telegram сейчас бросаю. Ну и под видео в описании вы все это найдете.
Да, подписку. Угу. Так, жду плюсики или минусы по поводу звука, хотя, когда, конечно, если звука нету, то минус вы вряд ли напишите, да? Я тогда напишу в чат. Спасибо, Black Tiger. Со звуком все отлично. Хорошо, спасибо за ответ. Значит, я продолжу. Итак, смотрите, о чем я говорил, да? Когда балку мы рассматриваем и сила прикладывается вдоль главной центральной оси, вот сейчас я показываю, да, вдоль оси, которая вот так проходит. Поворот происходит относительно вот этой оси, да, балка изгибается в вертикальной плоскости относительно оси, ну вот так проходящей, да, ну это главная центральная ось получается, вот так проходящей. Сейчас я это все нарисую на рисунке, я просто хочу это на объемном предмете показать. То есть когда сила вот так приложена, изгиб происходит только в вертикальной плоскости. Причем если сила будет в стороне от главной центральной оси, это будет изгиб с кручением, но это отдельная история. Мы сейчас пока говорим про изгиб в двух плоскостях. Если сила прикладывается вот так, да, ну, перпендикулярно вот этой силе, да, в проекции, то что мы получаем? Мы получаем изгиб в горизонтальной плоскости. И это мы хорошо понимаем. Мало того, когда мы говорили про моменты инерции, мы говорили именно про эти главные центральные оси и себе намечали, что мы будем об этом очень внимательно думать, когда придет время. Так вот, время настало. Значит, если нарисовать балку, ну, в пространстве, да, вот такую, ну и тут мы нарисуем заделку вот так, то когда оси располагаются, так было хорошо, но с осями промахнулся. Значит, то когда оси располагаются, главные и центральные, как мы знаем, для прямоугольника, они проходят через центр тяжести. Вот это ZC, например, ось, это YC. И если мы представим себе, что сила F, которую мы рассматриваем, ну, например, вот так идет под углом F, в той же плоскости сечения, тут, чтобы было понятно, она не перпендикулярна плоскости сечения, не под углом к нему пока, а вот в плоскости сечения нашего, в плоскости ZOY, да, ZCYCO, ну, например, здесь под углом там альфа, то эта сила должна быть нами разложена на две составляющие, на вертикальную и горизонтальную. И фактически мы получаем по большому счету, почему называется сложное сопротивление. Потому что балка тогда получается, это назовем FYC вдоль оси YC. А вот такая, мы нарисуем пока ее вот так, вдоль ZC, да, она направлена. Вот так, перпендикулярно плоскости доски, и это будет FZC. То есть мы прекрасно понимаем, что мы разложили FZC вот так, написали, а FYC написали вот так. Зачем? Вернее, почему? Потому что напряжение, которое мы умеем находить, сигма, равное m умножить на y и разделить на z, это сигма z, это z, mz. Поворот относительно оси z происходящей, вот так определяется напряжение для оси z. То есть для оси главной центральной. Для другой оси мы не можем найти напряжение, потому что эта формула будет недействительна. Вот, ну это самое главное, да? То же самое произойдет с сигма y. Это будет my, z и разделить на y. Вот тут важно понимать, что моменты инерции меняются, и m, мы раньше просто писали m от x, да? Ну, подразумевая, что вот сила действует по оси x, меняется плечо, и m от x меняется. Теперь же у нас будет два m от x, mz от x и my от x, потому что они будут меняться.
И вот они вот здесь написаны. Дальше, координата y в этой формуле, это вот эта координата. Она YC здесь обозначена, можно написать YC, да. Ну, давайте напишем, чтобы не будем стесняться. Тогда это мы напишем. Так мы назвали оси. Z, C, Y, C. Нужно просто Z, Y назвать, но мы должны понимать, что это главный центральный. Вот. Дальше. Понятно, что мы сейчас рассмотрим, как меняется момент здесь. Это мы уже знаем и строили. Ну, просто для себя обозначили, что здесь будет свой m, здесь будет свой m. Дальше, что мы еще должны обозначить? Очень удобно, если мы напишем вот так. Значит, мы напишем здесь, например, точка А, Б, С, Д. Причем мы понимаем, что вот в этом сечении это вот А, Б, С, Д. Тогда я напишу, например, здесь А штрих, Б штрих, С штрих, ну и там где-то у нас D штрих. Не будем рисовать, но понимаем, что там внутри есть эта точка, которая вот сюда приходит. Эти точки находятся на сечении, но по длине L, они от сечения А, Б, С, Д, ну, на расстоянии L находятся, да? Зачем сделали? А затем, что мы видим, что момент здесь будет меняться вот так, здесь мы пока нарисуем вот так, и понимаем, что здесь вот так, здесь вот так. Здесь F на L момент, так же, как и здесь F на L. Просто у каждого из этих F свой индекс. У этого FYC, значит, мы здесь пишем FYC. А здесь FZC, значит, FZC. Ничего сложного. Момент сила на плечо, да, растет. Чем дальше от силы, тем больше плечо, тем больше момент. Единственное, что сила здесь, мы сказали, действует вдоль оси Y. Сила действует вдоль оси Y, а поворачивает она, изгибая, да, относительно оси Z. И вот так у нас получилось. Дальше. Теперь самое главное, что мы должны понимать. То, что мы когда-то рассматривали, и теперь еще раз к этому возвращаемся. Смотрите, когда балка изгибается вот так, растянутые волокна мы говорили сверху, а сжатые снизу. Это хорошо видно, вот если вы посмотрите, ну, свет может не очень хорошо падает, но вот тут у меня отслоился кусочек этой губки, и хорошо видно, что тут вот сжимается. А если развернем вот так, то он будет растягиваться. То есть, ну, тут, я думаю, что особенно долго доказывать не надо, что растянутые волокна у этой балки, когда сила действует вот так вниз, будут сверху. Ну, смотрите, мы рисуем так сечение и говорим, растянутые волокна будут сверху, а сжатые снизу. Зачем мне это нужно? Чтобы я у напряжении себе точно знал, какие будут знаки. Сейчас вы увидите, о чем я говорю. То есть мы можем сказать, что А, Б, С, Д, так же как и АА штрих, Б штрих, С штрих, Д штрих, у них будут напряжения со знаком плюс. Я написал здесь сразу штрихи, потому что мы будем искать, конечно, максимальное напряжение, оно будет действовать в заделке. И поэтому, конечно, нас будут интересовать вот эти значения. Но могут нас спросить и по дороге, то есть вот посерединке, например. Тогда мы возьмем момент здесь, момент здесь. Но пока не будем отвлекаться. Вот смотрите, теперь я точно знаю, что напряжение в B' и C' будут со знаком плюс. B' и C' сверху. А снизу будут со знаком минус. Это самое главное, что нужно понять для того, чтобы научиться складывать эти значения напряжений. Потому что в формулу подставить вообще ничего не стоит, да? А вот складывать напряжение, и что это значит складывать напряжение, мы сейчас будем разбирать. И вот у нас получается, ух ты, другая ось. Здесь-то изгиб происходит относительно оси поворот, относительно оси Y. Поэтому, естественно, мы здесь нарисуем ось Y. Почему? Потому что, опять же, вот мы держим, и наша FZC действует вот так. Ну, то есть вот теперь хорошо видно, если мы сверху, к сожалению,
тяжело показать вам на экране. То есть, если мы глянем сверху, да, вот так изгибаем, то мы понимаем, что справа будут растянутые волокна, а слева будут сжатые. Вот. Так мы и проставляем, в принципе. Вот мы надавили справа, если сверху смотреть, справа А', Б', растянутые волокна, плюс, а слева сжатые. Тоже напишу здесь А', Б', С', Д'. И теперь осталось то, что мы нарисовали, показать стрелочками. Смотрите, вот представим себе, что мы находимся вот в этом сечении. Вот я его так рисую, да? Прям вот разорвали и заглядываем. Берем вот, например, вот эти B', C'. То есть сейчас берем вот это вот, было бы хорошо, если бы я там это нарисовал, но считайте, что вот это для оси Z, да, у нас, а это будет для оси Y. Поворот здесь Y, здесь Z. ZC, YC, тут тоже тогда C добавлю. И то же самое здесь нарисую, да, вот так. Напряжение — это такие маленькие вектора, такие маленькие силы взаимодействия. Напряжение — это сила взаимодействия, значит, это вектор. Он имеет направление, мы видим здесь плюсы сверху, вот так. Плюсы сверху. А снизу сжатие, значит, минус вот сюда пошло. Раз, два. Я как бы прозрачную пластинку нарисовал, да? Вот здесь напряжение растягивающие, да, появляются. И вот так направлены по отношению к сечению. Ну, скажем, вот представьте себе, это стенка, да, вот это вот, что нарисовано, это стена. Здесь напряжение растянутые волокна, здесь сжатые. Теперь представим себе, что происходит. Вот здесь есть эта ось Z, ZC. И вот так напряжения ведут себя. Ну, это вот так мы рисуем. И вот эти напряжения уменьшаются, здесь переворачиваются в другом направлении. То же самое здесь. Уменьшается, и здесь переворачивается в другом направлении. Это нам сейчас понадобится, это важная штука. Вот, и опять же, вернемся, да, это у нас А', Б', С', Д'. О, понятно, что вот так нужно их соединить еще все. Но если это делать каждый раз, то все, уже на рисунке будет тяжело разобраться. Поэтому и нижнюю часть оставлю. И здесь, наверное, все-таки я чуть больше нарисую. YC напишу меньше. Просто хочу точно такого же размера нарисовать эту пластину. Конечно, будет тяжело угадать. Я не художник, я только учусь. Вот. Но попробуем. Так, считаем, что я угадал. Ну, имеется в виду, я по высоте, конечно, хотел угадать. Смотрите, что здесь получается. Здесь ось другая, да? Ось другая. Здесь ось вот эта. Здесь YC. И относительно нее происходит поворот. И относительно нее мы здесь видим. Вот здесь растянутые волокна. Вот здесь. Вот так. А здесь, соответственно, сжимающие напряжение, сжатые волокна. Вот так нарисовал. И теперь, конечно, хорошо видно сверху, если рисовать красивый рисунок, то вот так хорошо видно, что здесь происходит. Так. Не буду больше ничего здесь добавлять, вот тут, может, разве что нарисую. Вот эта грань, хорошо будет сейчас видно, да? Вот по всей этой грани максимальные растягивающие волокна, по всей вот этой грани максимальные сжимающие, я их не рисую. Здесь по всей грани вот этой B', C' действуют максимальные растягивающие, здесь максимальные сжатые по грани А', D'. Нам нужны эти были векторы, чтобы мы поняли, что вот здесь нарисовали. Мы вот эту стрелочку с этой можем складывать со знаком плюс. Вот эту стрелочку с вот этой складывать со знаком плюс. То есть, смотрите, B',
B', и там мы себе поставили знак плюс. То есть каждый раз вот это рисовать не обязательно. Нам нужно это представлять. Для этого мы нарисовали этот рисунок. А складывать, Игорь, спасибо, да. Так, а складывать нам не обязательно. Чтобы складывать, нам не обязательно рисовать каждый раз. Но мы должны понимать, что вот это вот плюсы и минусы, это вот эти стрелочки, эти вектора, которые мы складываем. Раз. Два. Естественно, раз здесь минус, а здесь плюс, то они вычитаются. Один вычитается из другого. И что нам еще нужно, чтобы мы поняли? Ну, понятно, что вот здесь вот эти два со знаком минус, это будет самое большое отрицательное напряжение. И теперь, если взять это все, когда мы сейчас построим, мы увидим, если все это построить, опять же, на плоском сечении, давайте я вот эти стрелочки вытру теперь и нарисую снова на плоском сечении на одном. То, что мы получим, мы подставлять формулу будем в последний момент. Нам важно проанализировать, что мы получим. Так вот, мы сказали, что напряжение... нет, нам сейчас лучше будет сложить прям числа, чтобы вы увидели, что получается. Потому что мы только что сказали, что в B' у нас будут оба с плюсом. Это будут самые большие со знаком плюс, я просто себе отмечу. Соответственно, по диагонали D' у нас будут самые маленькие, или, как говорится, самые большие со знаком минус. Вот я себе их отметил. И если раньше, когда мы складывали, когда мы напряжение искали в одной плоскости, от одной плоскости все-таки, от прогиба, изгибающего момента, действующего в одной плоскости, то у нас нейтральная линия была ось. Вот ось ZC была нейтральной линией для прогиба только в вертикальной плоскости. Ось YC нейтральная линия для прогиба в горизонтальной плоскости. Она вот так, это вот так, а нейтральная линия, нейтральная это в смысле напряжение там равны нулю. Вот здесь напряжение равны нулю. Раз, это я рисовал же, да, переходит из плюса в минус через ось. То же самое здесь, из плюса в минус переходит через эту ось. То есть здесь напряжение 0, здесь напряжение 0 у каждого своего момента. А тут получится вот так. Но не по диагонали на самом деле. Мы это сейчас увидим, почему. Мы сейчас начнем складывать. Было бы по диагонали, если бы сечение было квадратное, то тогда бы напряжения были квадратные. Во-первых, F, Y и F, Z должны быть равны, моменты тогда будут равны. И тогда, если моменты инерции будут равны, тогда напряжения будут равны в сигма Z и сигма Y. И тогда мы получим по диагонали. А если, например, сечение прямоугольное, то есть моменты инерции тогда будут разные, прямоугольные в смысле А и B и H разные, да? Тогда моменты инерции будут разные, и, соответственно, напряжения будут разные. Вы сейчас увидите, о чем я говорю на примере. Значит, представим себе, возьмем числа, чтобы посчитать. Да? Ну, пусть L будет 2 метра, пусть F равняется 10 килоньютонов, угол альфа пусть будет 30 градусов. И что мы еще возьмем? Ну, А, Б и H, да? Здесь, допустим, 20 сантиметров, а здесь, чтобы отличалось, 15 сантиметров. B будет 15 сантиметров, H 20 сантиметров. Вот такие задачи. Ну и опять же, вот так рисовать в пространстве эпюру не обязательно. Можно ее нарисовать, представив себе, что мы повернули эпюру, но прекрасно понимая себе, что происходит вот здесь. То есть вот эти знаки нужно обязательно представлять себе. Мало того, знаки могут по эпюре меняться. И мы это тоже должны себе понимать, что вот до тех пор, пока эпюра с этой стороны, то знаки вот так. Как только эпюра перешла через ось, значит знак поменялся. Это чуть более сложные задачи, поэтому мы пока их оставим на потом.
Вот, значит, что у нас тогда получается? Надо брать калькулятор и нажимать клавиши. Другого способа нету. Что мы будем делать? Мы будем считать. Значит, во-первых, начнем с того, что посчитаем f(y)c. Это f(y)c равняется f косинус альфа. Прилежащий катет косинус альфа. F косинус альфа. F у нас 10 килоньютонов, альфа 30 градусов. Значит, косинус 30, 0,86, ну 0,87, да, на 10. Получаем 8,66. Хорошее число. 8,66, так и будет, килоньютонов. Дальше. 30 синус 0,5 и на 10, то есть это 5 получается, да? FZC у нас получается 5 килоньютонов. Есть. Теперь сюда просто нужно подставить. FYC у нас получилось 8,66, нужно умножить на 2. 8,66 на 2, получаем 17,32. Килоньютона на метр. Не забудем себе это написать. Дальше. Тут 5 на 2 будет 10. 5 на 2 это получается 10. 10 килоньютонов на метр. Теперь, конечно же, m от x равное L мы будем считать. m от x равный L, то есть 2 метра. Мы уже тоже посчитали. 17,32. 173. Нет, я перевожу просто все время в сантиметры, так мне проще. Тут сантиметры, и здесь я сразу сантиметры получаю. И так получается, мне больше так нравится. Значит, 1732 килоньютона на сантиметр. Записали. Здесь получается 10 и 2 нуля килоньютона на сантиметр. YC, и если нас интересует сигма максимум, я здесь специально Y писал, чтобы было видно, что Y меняется, поэтому Y от минус h до плюс h пополам, от минус h пополам до плюс h пополам, а ZC от минус b до плюс b пополам. Вот. Но когда рассчитываем максимальное напряжение, а именно их мы сейчас будем считать, мы берем формулу сигма равная m умножить сигма максимум, да, m максимум, например, y максимум разделить на iz. Так вот, y максимум и z это WZ. А соответственно z максимум и y это WY, момент сопротивления. Вот их мы и будем брать, ну, чтобы ускорить расчет, да, и меньше писать. Значит, my на WY, а здесь mz разделить на WZ. Дальше просто нужно вспомнить, что WZ это BH в квадрате на 6. B у нас 15. H в квадрате, то есть 20 в квадрате разделить на 6. WY это HB в квадрате на 6. Значит, H 20 на 15 в квадрате разделить на 6. Подставляем значение, получаем. Значит, 20 на 20 и на 15. И разделить на 6. 1000 сантиметров кубических. Вот почему я беру килоньютоны на сантиметре у моментов, чтобы, подставляя формулу в напряжениях, в результате получить килоньютоны на сантиметре квадратные, а там дальше просто пересчитать на мегапаскале. Кому-то проще через другие единицы измерения, вполне приемлемо. Дальше 15 на 15 и на 20. И разделить на 6. Вот тут целое число тоже получилось. 750 сантиметров кубических.
Значит, здесь я пишу 1732 разделить на 1000. Здесь я пишу 1000 разделить на 750. Здесь равно ставлю и здесь равно. Эти числа нам понадобятся. Значит, это я вытер. И дальше мы сейчас будем строить эпюру напряжений для нашего косого изгиба, чтобы посмотреть, где же будет нейтральный слой, нейтральная линия. Ну и нарисовать себе мысленно, как проходит поле напряжений по нашему сечению. Итак, 1732 разделить на 1000. 1732 разделить на 1000. 1,732. Это естественно. Но вечером может и подвести. Так, здесь мы говорили, это будет килоньютон на сантиметр квадратный, поэтому я сразу перевожу в мегапаскале 1732 мегапаскаля. 17,32 мегапаскаля. Здесь 1000 разделить на 750 умножить на 10. 13,3. 13,3 мегапаскаль. Очень близки напряжения на самом деле. И это такое совпадение. То есть, если бы угол был другой, то не так бы близки они были. Вот. Что нам теперь нужно сделать? Нам нужно нарисовать вот это сечение, как мы уже его рисовали. Написать эти буквы А', Б', С', Д'. И вот здесь прямо вот так от осей, я это вытру, чуть-чуть влево перенесу, F, Z, C. Вот так прямо от осей мы нарисуем направляющие. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На этих направляющих мы изобразим оси. Это оси нулевые значения напряжения. Там наружу будем, например, плюс откладывать везде, а внутрь минус. Плюс снаружи, минус внутри. Минус внутри, плюс снаружи. Минус, плюс. Минус, плюс. Минус, плюс. Ну и достаточно. То есть мы берем сечение. Вот оно. Я на всякий случай синеньким заштрихую. Это сечение. И теперь мы просто считаем напряжение. Смотрите. Сигма напряжение, нормальное напряжение в точке. Берем А'. Мы берем в А' сигма Z со знаком минус. Минус 17,32 плюс в точке А' Y с плюсом 13,3. Что мы получаем? 17,32 минус 13,3. Получаем 4,02 со знаком минус. Минус 4,02 мегапаскаля. Сигма в точке B'. B'. Здесь с плюсом и 17,32 и 13,3. С плюсом они. Значит, здесь я плюс поставил. 30,62 мегапаскаль. Сигма в точке С'. Опять же смотрим сюда. Здесь плюс, здесь минус. Значит, 17,32 минус 13,3 получаем 4,02, но с плюсом. 4,02 мегапаскаля. И теперь сигма в точке D'. Еще видно на доске? Уже почти нет, да? Сейчас я опущу камеру, чтобы было видно. Так. Сигма в точке D'. Здесь
минус и минус, оба со знаком минус, то есть мы можем писать сразу минус 30,62 мегапаскаля. Закономерность легко ловится. Теперь мы просто для каждой точки, вот здесь, где нашли значение, в масштабе, конечно, должны это делать, откладываем значение, которое мы нашли. И это будут напряжения, которые мы нашли в каждой точке. Вот смотрите, значит, точки А' минус 4,02. Точка А' я минус 4,02 так отложил и так отложил. Ну, примерно одинаковые значения. Ну, могу написать минус 4,02. И тут, и тут. Следующее. Б' 30,62. Ну, понятно, что это значительно больше, аж вот сюда. 30,62. Ну, и здесь так же самое. Значит, раз. Примерно вот так. 30,62. Вот значение. Уже эти точки я могу соединять вот так. О, это у меня эпюра вдоль этой грани. Напряжение вот так изменяется. Дальше. 30,62 в точке С' 4,02 с плюсом. То есть теперь я беру это же значение, но тут с плюсом. 4,02 и тут тоже с плюсом 4,02. Соединяя две точки прямой линией. Раз. Получил еще одну эпюру напряжения. Затем, значит, я беру 4,02 в точке С' с плюсом и минус 30,62. Минус 30,62, но это аж где-то вот сюда, где-то вот сюда. И здесь рисую раз, и здесь рисую два. Вот. И теперь, опуская перпендикуляр на сечение отсюда, и опуская перпендикуляр на сечение отсюда, я получаю вот так проходящую нейтральную линию. А нейтральная линия нам показывает на самом деле, что вот балка как бы вот так прогибается, да? Вот так прогибается. Идет она вот сюда. И вниз, и в сторону. Это такая вот линия, относительно которой происходит прогиб. То есть она идет и вниз, и в сторону. Вот косой изгиб. Дальше все точно так же делается для прогиба. Мы помним, что, например, прогиб V равняется FL в кубе на 3E. Теперь мы можем легко найти прогиб вдоль оси Y. Вдоль оси Y это поворот относительно оси Z. Значит, это будет FY. L не меняется. Модуль упругости E не меняется. А вот IZ здесь мы должны написать. Дальше, прогиб вдоль оси Z. Вдоль оси Z прогиб. Это FZ умножить на L в кубе, разделить на 3E и Y. Ну и так как мы уже решили все считать сегодня до конца, то тогда мы возьмем и посчитаем. Значит, зачем? А затем, чтобы увидеть, какое значение прогиба, во-первых, будет больше, а во-вторых, мы после этого сможем нарисовать один вектор прогиб вдоль оси Z, второй вектор вдоль оси Y, это будет VY, это будет VZ, а потом нарисовать равнодействующую к ней и понять, как же все-таки прошел наш прогиб. Мало того, мы сможем найти угол, который вот здесь будет, и проверить наше интуитивное ощущение, что угол должен быть равен 30 градусам. Будет ли он 30 градусам равен или нет? Вот зададимся этой задачей. Ну, тогда, значит, что мы делаем? Подставляем значение, да, не хотел сказать молча. То есть FY, что у нас? Я просто вместо вот этих букв буду сразу числа писать. FY у нас, где он у нас, FY? Вот он, 8,66. Здесь я пишу 8,66.
8,66. L кубе, то есть 200 в кубе. 200 в кубе. 3 Е модуль упругости 2 на 10 в 5 мегапаскале. Я возьму для стали, чтобы недолго там искать в справочниках. Это получается 2 на 10 в 4 килоньютон на сантиметр квадратный. Понятно, что число одинаковое в знаменателе, его вообще можно опустить как бы на единицу жесткости материала, да, то есть будет как величина в числителе разделить на Е, а Е берите любой материал, и таким образом вы сможете подобрать материал по жесткости, то есть вы смотрите, какой у вас допустимый прогиб максимальный, и под этот прогиб можете выбрать материал. Дерево это может быть, или сталь, или может что-то между ними. Вот, но я взял сталь, хотя интересно было бы Е ставить в покое. Но думаю, что это будет слишком просто запутает, да? Поэтому я здесь пишу 3 на 2 на 10 в 4. И Z, мы не считали. Z это BH в кубе на 12. B у нас 15, H 20 в кубе разделить на 12. Что у нас выходит? 20 умножить на 20 умножить на 20 умножить на 15 и разделить на 12. 10 тысяч. 10, раз, два, 3 сантиметров кубических. Четвертой степени, извиняюсь. Конечно же, момент инерции в четвертой степени измеряется. Да и куб на первую степень дает четвертую. Так, значит, здесь еще 10 тысяч, то есть 10 в 8. Я вот тут вместо 10 в 4 напишу 10 в 8. Ну, потому что четвертая степень и четвертая, 8. Чтобы тут аккуратненько поместился прогиб. FZ. FZ у нас получился 5 килоньютонов. Тут я пишу 5. Здесь у нас опять 200 в кубе. 3Е, пока пишем тоже 2 на 10 четвертой. И Z, и Y, значит, тут у нас. И Y равняется HB в кубе на 12. Значит, это 15 в кубе. Умножить на 20 и разделить на 12. 5625. 5625 сантиметров четвертой. И как вы видите, разница огромная. 10 тысяч и, в 2 раза имеется в виду. Огромная в данном случае в 2 раза. Но это важно, что так как размеры не одинаковые, то прогиб не пойдет вдоль этой силы. Прогиб пойдет по своей линии. Это мы видим уже сейчас понятно. Так, что у нас? Сила меньше, да? Потому что под углом 30 градусов. Раз. И 2 будет знаменатель больше. Сейчас мы посмотрим разницу. Так, 5625. 5625. Это, конечно, если я не ошибся, но вроде бы как нет. Я имею в виду в том, что я 3 раза умножил 15 само на себя, да, 20 и разделил на 12. Вроде бы все правильно. Но осталось вот малость сократить. Вот тут уже, видите, у меня закралась ошибка. 200 в кубе. Так, в общем, сейчас я была бы музыка, поставил бы музыку, да, для того, чтобы проигрывать 8,66 умножить на 2, разделить на 3, разделить на... вот тут 100 в третьей степени, да? 2 на 100, то есть на 10 в квадрате. И они в кубе. Я могу сделать так. 2 в кубе на 10. 2 на 3 это 6-я степень.
шестая степень. То есть вот эти два нолика с этой тройкой, я вот здесь забираю шестую степень, остается во второй. А здесь, кстати, я умножил на 2, а на самом деле здесь 8. Ну, 2 в кубе это 8. Вот так. Во. 8,66. 8,66 умножить на 8. Разделить на 6. И разделить на 100. О. 0,115. 0,115 сантиметров. Маленький прогиб. Бывает больше. Так, здесь мы делаем аналогичную ситуацию, только вот здесь вот опять же 10 в 6, да, вот эти два нолика с этой тройкой я сократил, но здесь останется 10 во второй. Шестая и четвертая, 10 во второй осталось. А теперь здесь, значит, 5 и 8, естественно, надо не забыть, что здесь 8. 2 в кубе это 8. Значит, 5 на 8 и на 100. 5 на 8 и на 100. И разделить на 3, разделить на 2 и разделить на 5625. 0,118 получаем. 0,118. К сожалению, конечно, разницу тяжело заметить невооруженным глазом сантиметров. 0,115, 0,118. Но она таки есть. То есть, теперь возвращаемся, это нам уже не понадобится, возвращаемся к рисунку, вот этот, что я только что нарисовал. Если мы нарисуем прогиб вот так, это будет у нас горизонтальный прогиб VZ 0,118. Это VZ. А VY чуть поменьше, да? Ну, там, не будем сильно. VY у нас получилось 0,115. VY. Понятно, что где-то вот здесь действует равнодействующий. Ее мы найдем, это общий прогиб. Ее мы найдем как корень квадратный из суммы прогибов, да, квадратов. 0,115 в квадрате плюс 0,118 в квадрате. О, и в результате мы получили, значит, 0,115 0,118. И теперь из этого корень квадратный. 0,165. 0,165 сантиметров. Ну и последнее, что, в общем, хотелось бы узнать, да, вот этот угол мы говорили, альфа или не альфа. Одинаковый он или нет. Можно найти арктангенс, и это будет быстрее, да? 0,118 противолежащий катет, в этом прямоугольнике этот катет и этот одинаковый, да? 0,118 противолежащий катет, 0,115 прилежащий, и потом арктангенс этого числа. 0,118 разделить на 0,115 и арктангенс этого числа, тангенс минус первой степени. Получаем 45,7 градуса. Альфа равняется, не альфа, а альфа мы теперь назовем бета. Бета не совпал. В нашем случае это угол бета. И этот бета почти 45 градусов, 45,73. 45,73 градуса. То есть мы сегодня вычислили следующее, что сложное сопротивление важная штука. Почему? Потому что суммарное напряжение, которое мы получили, оно не равно напряжению отдельным напряжением,
а оно складывается вместе, и в результате мы получаем 30, а не 17 или 13, потому что сила действует не вдоль главной центральной оси. Первое замечание. Второе замечание, что прогиб появляется в двух плоскостях, и нейтральная линия отклоняется от горизонтали на угол практически вот этот. Это вы тоже можете сами проверить. Вот в этом треугольнике поискать угол. Не в этом. Вот в этом надо треугольник искать. Ну, вот в этом. Горизонталь и угол наклона этой линии. И чтобы увидеть, куда отклонился. Это раз. Два. Нейтральная линия сдвинулась от горизонтали или от вертикали, да? Что вам больше нравится? У нас удобнее было бы вертикаль сравнивать, потому что мы от вертикали альфа рисовали. Вот, и поэтому... Так, первое, да. Второе, что мы поняли, что суммарный прогиб нужно считать как гипотенузу в этом треугольнике, равнодействующую. И угол, под которым будет происходить этот прогиб, не будет равен углу приложения силы. Вот. Косой изгиб, по крайней мере, начало, да, косого изгиба, мы с вами рассмотрели. Чем будет отличаться дальше в косом изгибе расчет? Только вот этим. M от x будет меняться. То есть вот здесь эпюра будет другая. В любой другой балке можем нарисовать распределенную нагрузку и вдоль нее там силу. Можем нарисовать, дальше уже что угодно. Любую нагрузку и просто себе смотреть, как она проходит. Раскладывать по осям, как мы только что делали, да. Даже распределенная нагрузка, если она проходит вот так, под углом, то значит мы ее должны разложить на вертикальную и горизонтальную составляющую. И это нам даст то, что мы дальше просто, разложив по осям, рисуем нагрузку на балке, как она располагается, и строим эпюру, как обычно привыкли. Эпюру для этой плоскости, эпюру для этой плоскости. Единственное, что я говорил, вот эту эпюру можно повернуть вертикально. То есть вот этот треугольник вот так нарисовать от вот этой силы. То есть вот силу просто повернули. Но вот эти знаки, конечно, учитывать именно, как это располагается в пространстве. И все. Просто потом смотрим на знаки и складываем напряжение. Нашли напряжение для оси Z, нашли напряжение для оси Y. И складываем, смотря на вот эти знаки. А дальше вот это все рисуется одинаково для любого сечения, потому что вот в этом сечении будет другой m от x, и значит мы вот здесь подставим другое число. Все остальное будет идентично. Вот. По косому изгибу мы сегодня закончили. В следующий раз мы сделаем внецентренное сжатие, и там мы посмотрим на такие понятия, как, опять же, будет перенос силы, будет рассмотрен, скажем так, границы, да, куда прикладываются силы, и как сделать так, чтобы напряжение не поменяли знак. Ладно, об этом все равно нет смысла говорить сейчас. Мы скажем так, мы будем делать внецентренное сжатие, и коснемся вопроса так называемого центра изгиба. Или ядра сечения. Да? Там есть разные. Центр изгиба это все-таки в изгибе с кручением, а здесь будет ядро сечения. Да? Ядро, которое позволяет нам, за которое, если мы не будем выходить, мы получим напряжение с одним знаком. Все, пока оставим эту тему. И я готов отвечать на вопросы. Буду рад, если они у вас есть. Хотелось бы, конечно, с вами обсудить все, что вас интересует. Как ваши личные вопросы из сопротивления материалов,
так и вопросы, которые вас интересуют обо мне, об моем проекте. Вот. Буду признателен, если вы их зададите. Так, ну пока вы решаетесь задавать вопросы, я тогда сделаю следующее. Да, телеграм-канал, вернее, просто телеграм, да, потому что телеграм-канал я не успеваю вести. Вот. Изгиб балок, построение пюр. Есть у меня. Я накидаю сейчас чат полезных ссылок, да. Вот у меня подборка плейлист, где рассматривается изгиб балок и построение пюр, да. Все сопротивление материалов одним списком воспроизведения у меня на канале, вот оно. Так, ну все это я в описании добавлю. Моменты инерции, про которые мы говорили, и почему мы брали BH кубе на 12, можно посмотреть вот здесь. TX. Все консультации, которые были, по идее, вот здесь за последнее время по сопротивлению материалов. Ну, подписаться на канал я уже бросал ссылку, но напишу еще раз. А вдруг кто-то из вас этого еще не сделал, буду рад новым подписчикам. Вопросы, если у вас есть, то буду опять же тоже рад. Повторюсь, не хочется с вами прощаться, хотя и время позднее уже, но тем не менее. Так, ну и вот еще одно. Если у кого-то есть желание поддержать мое общение с вами, ну, в любом случае оно будет, но если у кого-то появится желание поддержать монетой, я ссылку кину, буду к вам признателен за это. Вот, ну, я заполонил весь эфир, надеюсь, что у вас вопросы есть, и вы такие их зададите. Ну и в таком случае, завершая, хочу сказать, что мой проект называется «Сопромат это легко». Надеюсь, было, что сегодня это легко. Конечно же, чем дальше... Спасибо, Игорь, да. Конечно же, чем дальше мы заходим в лес, как говорится, тем тяжелее. Поэтому лучше начинать с простого. И вот списки воспроизведения я бросил, да, начинайте всегда с простых вещей и углубляйтесь уже, когда вы получили базу. И еще один совет, решайте обязательно задачи. То есть, если вы хотите разобраться в том, что такое сопротивление материалов, без решения задач будет сложно. Есть интересный проект в интернете, как научиться читать, да, и основной тезис этого проекта, что для того, чтобы научиться читать,
нужно взять карандаш и записывать мысли. Потому что читать ради того, чтобы положить полку на книгу и поставить галочку, что я ее закончил, ну, в общем, и такое возможно, но смотря для какой литературы. Вот, так для тех, кто хочет разобраться, да, и сложить свое мнение о какой-то книге, его нужно изложить на листе бумаги. Точно так же для того, чтобы научиться решать сопротивление материалов, нужно прописать хотя бы ту задачу, которую мы решили, но прописать самостоятельно. Как только вы начинаете писать, у вас возникает вопрос, а это почему, а это откуда взяли? Тем более, что я-то делаю это все так, что вы на доске сейчас вряд ли найдете все, что вам нужно решить. Тут просто даже подсматривая будет сложно разобраться. Только шаг за шагом, с нуля. Вот, ну, раз вопросов нет, был рад видеть тут на канале тех, кто со мной сейчас занимается, Игорь там, например, да, рад вас видеть. Других они не написали, но надеюсь, они тоже были, потому что, ну, это возможность получить знания, еще одна, которой с вами я делюсь. Все, был рад вас видеть, будьте здоровы, до свидания, сопромат это легко, удачи.